Ты готов? Я всегда готов. Просто пришло время нам рассказать о нашем новом проекте. Первом тревел-шоу в Абхазии. Тут такие бурные аплодисменты. Да, ну ты видишь, как мы зацепим. И вы скажете, очень много разного контента о путешествиях уже существует. Чем же вы будете отличаться? Отличаться мы будем тем, что мы будем ездить в те страны, в те города, где живут абхазы. Что, такие разве есть? И мы такие, да, есть. Сегодня такая ситуация сложилась, когда абхазов проживает меньше на своей исторической родине, чем за ее пределами. И мы подумали, что самое подходящее название для такой программы – выражение «хахнанагас». Как это? Или «Куда нас занесло». В каждом новом выпуске мы будем вместе разбираться с тем, куда судьба занесла абхазов, в каких городах они живут. И мы очень надеемся, что программа будет не просто развлекательной, она также даст нам возможность понять, как немало нас в современном мире и как многое мы можем, когда мы вместе. И первой страной, куда нас занесло, является Голландия, а точнее Нидерланды. Так как мы приехали в одну из самых развитых и инновационных стран мира, мы решили, что и транспорт нам нужен инновационный. И с нами будет следующие 3 дня электрокар Polestar 2. Мы постараемся всю страну объехать на этой машине и узнать, как вообще это все функционирует и какая инфраструктура существует вокруг этих современных автомобилей. Хорошо. Вот она как надо парковку делать. Мы любим говорить Голландия, но на самом деле страна называется Нидерланды. Это официально прописано. Нидерланды переводится как низкие земли или низко расположенные земли. А все на самом деле от того, что большая часть страны расположена ниже уровня моря. Амстердам — это очень интересный город. В свое время его называли городом света. Света не потому, что там было очень много света, а потому что это был очень развивающийся такой город, так как в свое время Нидерланды были очень мощной империей, и само понимание того, что и понятие того, что вот империя, над которой никогда не заходит солнце, это относилось к Нидерландам, к их империи, а потом уже как бы к британской короне, потому что Нидерланды, они захватили огромную территорию, у них была территория, подконтрольная им была Индонезия, огромные территории, там все острова, потом Суринам в Латинской Америке. И в свое время они построили самый мощный флот. И если сегодня самая мощная компания, самая богатая компания в мире — это Apple, то в свое время голландская Ост-Индийская компания была самой мощной, самой богатой. Даже сегодня, если по современным меркам перевести, до сих пор ни одна из их компаний не перегнала ее по капитализации. Она была в то время самой богатой. Даже в более современных постройках здесь везде большие окна, кирпич. Кстати, этот кирпич, его обжигали здесь, в Нидерландах, и делали это при помощи торфа, который собирали из земель, и потом образовывались такие длинные ровные островки, которые сегодня можно увидеть по всей Голландии. Это вот все отсюда берет свое начало, этот красный кирпич, из него и дома построены, как старые, так и современные, и при этом большое количество даже брусчатки сделано из этого кирпича. Мы пришли сюда, хотели выпить кофе, Uncommon Coffee называется, это specialty кофе, здесь, если посмотрите, тоже большое количество и местных, и иностранцев сюда приезжает. Но нам сказали, что нужно подождать, перед нами еще 2 группы, как они их назвали, 2. Прямо напротив они открыли еще одну кофейню, потому что это так популярно, это была первая, они еще открыли вторую, и там можно без очереди сесть. Мы сейчас будем пробовать specialty кофе. И тут вот можно потом на сайте посмотреть непосредственно, где производитель, откуда кофе идет. И здесь прям рядом можно все это купить, если вам понравился такое зерно или кофе. По вкусу это очень хороший, качественный кофе, но, если честно, чуть больше ожидал. Мне казалось, будет прям какой-нибудь
взрыв. Это не кисло, не горько, это просто хороший, качественный кофе. Heineken — это тоже голландская компания, которая производит пиво. И Heineken — это вторая по величине компания в мире. И вот видите, как они доставляют свое пиво. Прям как грузовичок закачивает, такой пивовоз, типа как бензовоз. Это у нас 11:30 дня в пятницу. А тут уже хорошая Rainbow, да. Nice. Какой-то клуб странный, очень маленький, все на улице, просто внутри все стоят и танцуют. Ну, хорошее настроение. Матча рейв. В путешествиях хочется обходиться без наличных. Не считать купюры, не искать обменники, не переживать о том, сколько с собой брать денег. А еще не хочется просить у друзей и близких карту на время поездки. Гораздо удобнее, когда у тебя есть своя собственная иностранная карта. Такую возможность дает виртуальная карта MasterCard в приложении Amobile. Простое и удобное решение, доступное для граждан Абхазии и России. Карта оформляется прямо в приложении, быстро и без лишних шагов. Ее можно использовать для оплаты покупок, сервисов и подписок за границей, а также можно привязать к Apple Pay и Google Pay и расплачиваться в магазинах, кафе и заправках без физической карты. Все, что раньше требовало наличных или чужой помощи, теперь умещается в одном смартфоне. Телефон всегда с вами, а значит и деньги тоже. Открывайте новые страны, впечатления и маршруты. Об остальном позаботится виртуальная карта MasterCard в приложении Amobile. Ну так вот. Хорошая музыка рождается здесь. Кстати, около Голландии, вообще Голландия очень важную роль сыграла в развитии большого количества разных стран, и в частности Америки. Сегодня самый известный город Америки, куда многие очень хотят поехать посмотреть, называется Нью-Йорк. Он раньше назывался Новый Амстердам, Нью-Амстердам, потому что его непосредственно откупили вначале мореплаватели из Амстердама, из Голландии, и назвали его в честь любимого своего города Амстердам, но потом они его в конце продали. Как вы знаете, наверное, везде продаются такие круглые вафли, которые заполнены карамельной начинкой. Ну, сейчас посмотрим, как они здесь делаются. И хороший. Ну, я, наверное, привык к магазинам. Мне как будто бы магазинные больше нравятся. Но магазинные поменьше. В Голландии был закон, налогом облагался дом, но непосредственно та часть высчитывалась, которая располагалась по главной улице. И таким образом голландские архитекторы очень быстро начали строить узенькие дома, но очень высокие. Получается, они в глубину туда довольно-таки большие, и отсюда большие окна, чтобы много света попадало. И наверху расположен такой крюк. Так как узенькая дверь, через нее невозможно было ничего поднять, и получается, что всю мебель, все кровати, все диваны поднимали через большие непосредственно окна. В этом семьи катают, детишек посадят туда и возят. Детишек, животных домашних возят. Это очень удобная такая тема получается. Раньше селедка вообще считалась очень жирной, эстетически красиво выглядящей рыбой, но ее кушать невозможно было, потому что она очень быстро становилась горькой и портилась. А потом здесь моряки поняли, что если из селедки убрать жабры и сразу ее засолить, то получается очень неплохая рыба. И селедка в свое время приносила огромное количество доходов, и шутки говорят, что Амстердам был построен на костях этой самой рыбы, потому что она приносила так много богатства людям. А сегодня ей ставят разные интересные памятники. Одно дело, если я вам об этом рассказываю, но намного интереснее об этом расскажут вам наши соотечественники. И мы сейчас отправляемся в Гаагу, где мы встретимся с нашим первым героем. Поехали!
Приехали мы в Гаагу. Нам 3 дня обещали, что здесь будет плохая погода. Вот она настала. Какой-то ураган, порывы ветра до 100 метров. Хорошо, что я не очень легкий человек, и меня это не снесет. Но все наши планы, запланированные на съемки, по съемкам на улице, сейчас будут перенесены в Амстердам. С таким климатом, я думаю, Голландия тоже скоро начнет вина делать. Они на юге, у них есть там что-то такое. Холландерс. Типа, что они... Голландцы. Они не голландцы, они нидерландцы, да? А это холландерсы. Да, там у них такие всякие региональные сильные отличия. В Роттердаме очень большая абхазская диаспора. После Германии вторая диаспора по величине, вот после Абхазии, как бы, ну, после Турции, скажем, да, уже в Западной Европе это Германия, а затем уже Голландия. Вот, в основном в Роттердаме там живет очень много, там, ну, 400 человек может живет, сейчас может больше уже, вот, до 1000 может быть. Вот, я с ним очень много общался, особенно во время войны, когда война была, мы очень много акций проводили, вот, и очень много совместно сотрудничали. Мы, конечно, очень близко дружили еще до войны, он мне предложил Абхазию представлять в Западной Европе. И я вот 92 года, я вот практически до своего отъезда в Голландию, в Абхазию, я занимался этим лоббированием интересов Абхазии, общался с политиками, с депутатами парламентов, приезжал Владислав Арзанов, приезжали абхазские делегации, телевидение абхазское приезжало. Очень много было интересных событий. Говорят, даже Шаратын в свое время сюда выступал. Не только Шаратына, Нарта, старики сюда приезжали. Да, конечно, у меня фотографии есть, я с ними встречался, общался, все такое. Так что здесь много чего творилось. Сегодня очень модно говорить там о скандинавском подходе к жизни, японском, но у голландцев тоже свой, как я знаю, подход. Гезелих, вот это вот понятие, не знаю, мы очень любим романтизировать, когда говорим об Апсура. Не знаю, вообще вы как-то этот гезелих почувствовали, как бы вот этот... Хезелах, да, ну это очень такое важное понятие, хезелах, да, такое прямо... Я вот неправильно произношу, да. Хезелах, да, у них х. У них г нет, у них х вместо, такое кавказское х. И, конечно, ну вот знаете, что тоже очень важно, то, что вот иногда у нас не хватает, хотя в Абхазии раньше это было очень сильно, особенно в деревне это до сих пор сохраняется. Вот в Голландии самое большое такое оскорбление человека, да, это асоциальный, ты асоциальный. То есть ты действуешь против, ну как бы эгоистично, не обращая внимания на других людей, а у них тоже свои как бы вот места, права и так далее. Вот это очень важно, что они очень чутки к правам других людей. Вот нет такого, знаете, вот это мое и все. Как-то нужно, что все. Потом богатые люди, они вообще не кичатся богатством своим. Да, здесь незаметно этого. Очень просто одеваются, хотя миллиардеры есть, да? Они одеваются просто в джинсах, там, в свитере. Вот у них успех, как его, он выражается не в дорогой одежде, или в дорогой машине, там, дорогой, а вот они могут путешествовать, они могут там позволить себе многие вещи, там, не знаю, скажем, самые современные машины, да, технику, да, украшения, да, все. Подниматься на Эверест, там, не знаю, такие вещи. То есть здесь другие немножко критерии. Вот. И вот это наш престиж, да, понты, как бы, грубо говоря, вот здесь вообще-то не понимают их. Одеваются очень просто, не вычурно, женщины очень просто одеваются. Вот. В моде естественность, да, естественность. Вот. Так что это вообще для всей Европы характерно, на самом деле. В Голландии может это быть больше заметно. Так что, в общем-то, приятное такое, маленькое, приятное, очень дружелюбное общество. Устройство такое, маленькая страна тоже, знаете, как-то близость есть к Абхазии. Вот. Была встреча с диаспорой, конечно, в Роттердаме, он там танцевал, там даже кадры есть кадры есть, да. Замечательные совершенно. Поэтому, мне кажется, очень теплая встреча была. Вот тоже есть такие владиславские, даже есть такая известная фотография, когда стоит задумчиво у пруда, да. Это я ее снял. Это, я думал, это в Женеве была фотография. Нет, это в Гааге, вот парк Дворца мира. Вот когда опубликовали это, без моего как бы такого пояснения, да, эту фотографию мою, написали в Женеве. Это не Женева, это Гаага, Дворец мира, да. А я всю дорогу думал, что это было в Женеве, так да. что вот много таких памятных мест связано с Владиславом Арзаном, конечно.
Манхэттен. Это, конечно, не совминно, но сейчас мы поднимемся наверх и посмотрим на всю красоту города сверху. Ну что, идем смотреть на Амстердам с высоты. Вау. Ух, смотрите, как красиво. Ух. Вау. И погода прям специально для нас. И для вас. Hi, can we get one? Yeah. Слишком высокие датчане, и я никуда не достаю. Как вы уже, наверное, заметили, я не очень высокого роста. Но последние 3 дня я это очень четко ощущал. Потому что действительно голландцы и Голландия – это страна великанов. Средний рост мужчины здесь 183 сантиметра, а женщины 170 сантиметров. Ты что, какие высокие люди? Многие ученые до сих пор спорят, от чего же это происходит. Связано ли это с тем, что они любят молоко и с самого раннего детства пьют его, или особенный сыр, который они здесь потребляют, или же это просто связано с генетикой. Ответа точного нет, но факт остается фактом. Голландцы – самые высокие люди на планете. Я как в той неназванной и очень известной программе, в которой каждый раз ведущие говорили: «Зачем вы заставляете нас кататься на таких вещах?» Так и я сейчас. Зачем? Зачем? Ради вас. Ради хорошего опыта. Попробуем. Сейчас становится не по себе. Пока. Офигеть. Ой, блин. Ну, в принципе, можем заканчивать. Ну что, я думал, это будет очень легко, просто, но эмоций, адреналина нормально хватает. Всем советую. Когда ты приземляешься в аэропорту, ты как будто бы садишься на дно, потому что земля начинает над тобой подниматься. А все на самом деле так и есть, потому что аэропорт называется Схипхол, и раньше это было озеро, в котором собирали старые корабли, на то, чтобы они сгнивали, все, туда их свозились. По факту, получается, можно даже сказать, что это дыра для кораблей или дно корабельное. Но сегодня это целый аэропорт как город. Там. Здесь так интересно получается, ты можешь между городами перемещаться прямо на трассах, которые построены для велосипедистов. Смотри, что у нас там. О, как это приятно. Точно адресом не ошиблись. Надо посигналить и пострелять. Алло, Лариса? Мы на улице. Думаю, адресом точно не ошиблись. Последние 10 лет вообще у нас это... Вот смотрите сейчас какая погода. У нас такого погоды вообще редкость. Не было, да? Нет? Редкость. Обычно осень у нас дождливая, а в этом году... Ну вообще последний... Климат меняется. Да, очень даже. Все, садитесь, давайте попробуйте мой акалмыш. Это Ашила из Лыхни привезла. Я сам лыхнинский, кстати. О, да? Да, ну это маншба джимчихра. Джимчихра? Прям, ну, от Брипша. А вы, значит, там, а я внизу я живу. Я тоже из Лыхни. Взял? Очень. Не? Да. А я ехал в Башкортостан, что раз айште Москва хайбадыр туа усон низбуку медсестрас. Нас арах хайд. Что я ехал в Башкортостан, что сащится тариги, что как вторая моя родина. Ну, конечно. У меня вообще 3 родины. Первая Абхазия, ну, Москва, Россия тоже, я считаю, своей родиной, естественно. Ара тоже
Моя родина тоже везде, Везде куда как бы я дом. ни пошла, это вся моя родина, короче, я очень люблю. И английский тоже, куда ни придешь, все спокойно говорят на Вот английском здесь языке. вообще это Очень хорошо. Всем, почему здесь хорошо, которые говорящие, любой, даже у бабушки спроси, она с тобой будет на английском. Они английский четко все знают. Очень, да. Да, потому что в школе у меня сейчас дети говорят на 3 языках. Английский это как свой родной язык, голландский. Ну, русский у меня дочка лучше знает, сын говорит, ну так. Ну, дочка тоже абхазский понимает, ну, вообще красиво, особенно когда весной здесь что у нас происходит. Это, Да, тюльпаны. ой, такие тюльпаны, прям все цветет. Я когда жила в Абхазии, у меня бабушка любила очень-очень цветы. И когда сюда приехала, думаю, боже мой, откуда у бабушки были такие цветы? Все бабушкины цветы здесь, они оказались так интересно. Да, так интересно было. У нас, кстати, все дороги, вот от центра, если пойдете, оттуда, везде все дороги ведут к нашему. А, как удобно. Да, вот очень удобно. На велосипеде ж катаем? Велосипед – это мой любимый транспорт. У нас же, когда я приезжаю в Абхазию, машина. Лариса, ты машину любишь? Я говорю, я не люблю машину, я только велосипед люблю. А как ты не любишь? А давай машина. Вот так, видите, дом вот сейчас полностью сломали, сейчас через пару месяцев будет совершенно новый дом. Ну да. Они фасад оставляют, получается, да? Да. И туда расширяют. Да. Если вы заметили в Амстердаме, столько домов таких с наклоном, они вот осаживаются вот этот песок и начинают друг Да, на на друга. сваях, что построено, да. Друг на друга. Окна и вообще первое время считалось, если кто-то вот так закрывает, что это неприлично, что есть что скрывать. Они вообще не любят это. Закрываться, да. У них открыто все окна. Я когда переехала сюда, первый дом, у нас сзади был такой забор и окошечко. А я взяла, закрыла. Все соседи пришли, говорят, почему вы свой забор закрыли? А я так не поняла, думаю, а что? Они говорят, у нас так не принято, надо оставлять. Надо открытым оставлять. Да, район – это кунст. Ну, все эти художники, эти всякие, это все вот здесь они живут. И в год один раз они открыты, можно просто зайти и посмотреть, что у них в доме происходит, какие там, кто что нарисовал, кто что рисует. Да. Вот этот, смотрите, вот купол, видите, да? Это был тюрьма когда, ну, совсем недавно, кстати, вот, они взяли, долго думали, что с него делать. Теперь сделали университет там. Там это кинотеатр, там кафе. Мы теперь туда с удовольствием ходим. Все довольны. Велосипед там, велосипедисты. Так. Велосипедисты приоритет. Да, надо их пропускать. Нет, dankjewel. Говорит, лучше бабушку убить, чем велосипедиста. Такой есть такой. Ну, по факту, чем не Амстердам, улицы такие же, получается, только спокойнее, Очень, комфортнее, да, меньше туристов. Вот этот канал, кстати, вон там, это, говорят, самый старый вообще в Харлеме. Вот этот, видите? Он такой, Который туда идет, да? да. А здесь, кстати, очень обязательно, даже обязательно все детей учат это... Плавать, да. Обязательно должны иметь диплом, звемдиплом называется. Они раньше в школах субсидии давали, а сейчас они не дают, но родители, каждый родитель обязан научить детей. Да, потому что, пойдемте вот так. Давайте. Потому что здесь это везде вода, и дети должны уметь плавать, да. Вот. Это очень хорошая инициатива. Да. Так что я родилась в Черном море, я не умею плавать. Они говорят, как ты? Классическая наша модель. Я тоже очень плохо плаваю. На море вырос, но как-то, не знаю, у нас по-другому к этому отношение. Да. Как будто на велодорожке. Что вас больше всего удивило, когда вы вот сюда приехали? Значит, что меня удивило? Вообще меня удивило сначала вот люди, которые все время мимо шли, меня здоровались. Это для меня и мои соседи, которые приняли меня вообще, не знаю как. Все хотели учить меня язык, все приглашали меня. И школа, вот у меня же дочка была маленькая, я в школу пошла, это
Мы сначала пошли в московскую школу, там 3 месяца тут училась. И когда мы сюда приехали, это вообще было небо и земля. Думаю, эти учителя, это все, это как их там обнимали, там их как это все. Мне это очень тоже удивило, эта школа. Вот видите, так вот они запрещают, эти, которые контролируют, это нельзя здесь на велосипедах. Вот видите, сейчас они штраф получат. За то, что нельзя туда ездить, да? Да. На велосипеде тоже нельзя или... Вот здесь можно, ну, какие-то места, вот сейчас где-то торговля, там нельзя, они вот сейчас их ловят, видите, сейчас их это... Штрафуют. Ой, да. Абри индергулузки усасымшысы схуцут абри усходерым хози цивилизация комсты изладергулы абри нсекан усукзыр. Нет, алшараги анам тагон ирацунах идергулу нужу унахупшу. Ай. Насари Харлем, Роттердам, Амстердам, агир такала куэрызыги хансиатика бри дархыя куйтная назыхана, а пара яна гозрызыги рахоп их артуза. Это не как только ахныкала кетападжа. Ай, ари наски колони курикирцунирмам все, да, и мальчики рамархузмайрх. Рикс музей Хансо, там как раз Райхс или как? Да, Райхсмузей. Райхсмузей национальный, там тоже турхлы рацопи. Путешествуйте с World eSIM Automobile. Интернет в 196 странах мира, без роуминга и без поиска Wi-Fi. Подключите World eSIM в приложение Mobile и будьте онлайн с первой минуты поездки. World eSIM Automobile – надежный спутник в любом путешествии. Мы сейчас приехали в очень интересное место. Пошел дождь, правда, но хотел вам все-таки это показать. Голландия – страна не очень большая, всего в 5 раз больше Абхазии. Но здесь проживает 18,5 миллионов человек. И люди, когда живут, они и мусорят. И вот в Голландии очень интересно было посмотреть вообще, как они решают проблему с мусором, с переработкой. У них тут, естественно, есть и заводы по переработке, и все остальное. Но вот здесь сзади меня, вот, мы сейчас, к сожалению, туда не пойдем, потому что там сильный дождь пошел. Но здесь находятся холмы, которые собраны из переработанного мусора. На них высадили деревья, и сейчас это туристические такие тропы. Здесь рядом находится ферма, вот там вот барашки находятся сзади. И таким образом, так как в Голландии нету никаких гор, все довольно-таки плоское, специально были, сами они тоже такие хорошие инженеры, что сами и горы маленькие воздвигнули. Так что вот здесь вот большая такая территория. У них, кстати, еще такая интересная система. Ты можешь арендовать территорию земли, которая будет использоваться тобой, как ты захочешь. Не знаю, там под сельские угодья какие-то, и люди выращивают большое количество овощей, фруктов. Непосредственно на вот этом участке, где они сажают, это на несколько лет арендуется, довольно-таки символическая плата. Но вот люди выращивают вот в таком вот формате овощи и фрукты. Нам где-то надо будет потом зарядиться. 29% батарейка. Пошла ты? Это парковка. В Сухуми большая проблема у нас. Парковки. Здесь всех под землей. А приехали мы поужинать в очень интересное место. Оно называется Mothers, матери. И идея заключается в том, что здесь готовится еда, которая домашняя, все мамы самую вкусную еду делают. И внутри все украшено фотографиями матерей сотрудников, гостей. И мы сегодня решили сюда прийти, поесть домашнюю голландскую еду и вспомнить, сказать спасибо всем нашим замечательным матерям.
Мы оказались внутри, пришлось подождать, нам обещали полчаса, но мы за 10 минут нас посадили. Очень интересный здесь интерьер. Сюда каждый может, посетитель, принести с собой фотографию своей мамы. И вот тут все стены украшены фотографиями мам. И здесь посуда, она везде очень разная, потому что вся посуда и ложки, вилки, стаканы — это все то, что люди могут с собой сюда принести. И идея заключается в том, что вы как будто бы у мамы на кухне находитесь, и вся еда тоже такая домашняя. Так что будем сейчас пробовать голландскую еду. Это говядина, одна с горчицей, другая без идет. Картошка, которая из духовки, картошка, которая как пюре, и картошка, которая просто вареная. Как будто бы, кстати, как наше соленье с рапшдя, но на самом деле это все сделано не с ашамшага, а просто с бураком. Это капуста, и это соус из яблока. Сказали все кушать вместе, смешивать, все вокруг запачкать и себя тоже запачкать. Это считается как бы очень хорошим знаком здесь. Так. Картошка номер 1. Хорошая картошка. Картошка номер 2. Вареная. Обычная картошка, можно было чуток больше сварить. И картошка номер 3. Картофельное пюре. Здесь, кстати, сыр добавлен, очень вкусно. Вот это мне понравилось. Соленье. Может, если все вместе смешать, будет вкуснее. Такое, на любителя. Мясо, кстати, очень нежное. Мясо мне нравится. «21 год, как мы сюда переехали с мамой. У меня мама вышла замуж, и мне тогда было 17 лет, когда они все это оформляли, и 18 уже переехала в Нидерланды вместе с ней. Жили мы тогда в небольшой деревушке. Вот, я вообще сама из Абхазии, у меня мама из Абхазии, папа из Казахстана. Вот, но я родилась в Абхазии. Все каникулы, все мое детство прошло, в принципе, там. Село Лыхны. А, я тоже из Лыхна. Да? Да. Самое красивое место, по-моему, в провинции Утрехта для меня это. Это вот тут, да? Ассоциация именно с этим. Вот, когда я первый раз открыла там газету или еще что, я потом увидела слово из 20 там, букв. Думаю, я никогда не смогу выучить этот язык. Сейчас у вас ваш салон. Да, у меня своя студия в Утрехте. А. Вот. Она не в самом центре, немножко другой новый район. Угу. Да, и называется меня зовут Сабина Биква, от фамилии Бигва. Ну да. Но так как голландский, он очень специфический язык, и у них G, да, вот английская, она проговаривается как Х. Да. Я не хотела, чтобы Бихуа. И локализовали как Биква. Да. Ну, звучит очень хорошо, имя. Ну что было вот сложным, таким вот, может быть, очень сильно отличалось от Абхазии? И... Наверное, люди, вообще сама вся система, и Нидерланды очень другая страна по сравнению с Абхазией, с Россией. Вот. Абхазия — это страна души, у нас гостеприимство, мы очень открытые, добрые, у нас совсем другие традиции. Вот. И когда сталкиваешься с нидерландцами, они очень приятные в общении, то есть они всегда помогают, если что-то нужно. Особенно, когда в сложных ситуациях, то там у них есть какая-то толерантность в этом плане. Вот. Но самое сложное, наверное, вот именно, да, даже до сих пор там у меня нету голландских друзей. То есть у меня есть общение, но вот таких прям голландских друзей у меня нету, потому что все-таки до сих пор где-то мы... Чувствуется какой-то да, чувствуется барьер. Договариваемся за месяц вперед, там, мы с тобой там пойдем кофе попить. Я не знаю, хочу ли я с тобой Через месяц? через месяц кофе попить. Может, меня уже не будет. Вот такие вот немножко моменты. А так, в принципе, они очень честные, очень открытые. Может, даже не честные, они больше открытые. То
Они тебе прямо в лицо говорят, Ну да, что вот они думают. я тоже, когда подготавливались мы к съемкам, вообще почитал много информации, и тоже все говорят о том, что вот открытость это такой, ну даже вот в лоб все говорят. Прямолинейность, да. Да. А у нас все-таки культура такая, мы все немного так развернем, 10 раз надо спросить, чтобы было. Это тоже, наверное, очень, кажется, как будто бы даже грубо иногда может ощущаться. Да, вначале как грубо, и так думаешь, ничего себе, кто тебя вообще спрашивал, нравится тебе там моя кофточка или нет, или еще что-то в этом роде. Вообще Утрехт самый старый город в Нидерландах. Один из первых городов, который получил статус города. Амстердам уже был через 400 лет только. Позже. Даже мы первые. Мне так нравится, здесь мы вчера были в Харлеме, сегодня здесь в Утрехте, позавчера в Амстердаме тоже снимали, виделись, и везде чувствуется такое прям локальное, люди очень гордятся своим городом. Мне нравится, как здоровый такой формат, немного конкуренции, идентичности самостоятельной такой. Есть такое. Голландия очень маленькая, вообще очень маленькая страна. Там можно за 4 часа просто ее поперек проехать на машине. Вот. Но при этом каждая провинция олицетворяет что-то свое. И это очень сильно чувствуется, и есть вот эта вот гордость. Так, надо кошки нам спустить, почувствовать запах. Запах. Я хочу здесь поблизости жить, тогда и кофе не надо пить. О, да, действительно, как пахнет кофе. Кофе пахнет. Супер. Да, хорошо. Как на Брехаловке запах. Когда... Николас. 5 декабря. 5 декабря. Очень важный праздник. Мы слышали, что подарки дети получают как раз-таки на 5 декабря. Да. Тут не как у нас на Новый год. Рождество тоже дает, но это больше традиция из Штатов, мне кажется, пришла. Ну да. Вот. Не хватает семьи, родственников, людей. Для меня это место дом, там, где мои родные. Вот, когда у тебя там миллион племянников, которых там часть даже не видел никогда. Этого очень не хватает. А так, в принципе, здесь все есть. Все, что сердцу нужно. А так, конечно же, Семьи. семья. Из еды что-нибудь не хватает? У меня вот всегда, когда куда-то уезжаю, мне прям не хватает иногда, как накатывает, хочется что-нибудь Конечно. абхазское поесть. Да, мама старается пару раз в году, делает какие-то национальные блюда. Быстро, куда быстро. Да, куда быстро, да. В основном это все ближе к, как по традиции мы делаем Старому Новому году. Она нас зовет. Этого не хватает. Солений каких-то вот вкусных, копченого мяса. Да. Ой, я сейчас прям что-то сзади. Вот, пойти там в Абхазск и покушать вкусно. Гор не хватает, вот. Вот гор, вот. Не хватает гор. Тут очень красивое небо, облака. Я просто обожаю эти пейзажи, когда особенно весной. И переход с лета в осень, тоже очень красивое небо. И иногда такое ощущение, когда ты едешь по дороге, такой рисунок, как будто горы. Я представляю, что я еду в Абхазии. И горы. И горы. Сердце Утрехта. Собор. Собор, да. Это был часть собора, кстати. Вот, 14 века. В 2020 году они начали реставрацию, и вот недавно совсем закончили. Так он очень красивый, новенький. Собор. Да. Здесь тоже протестантская получается, Да. даже, потому что север Исторически была католическая, вот, а потом больше. да, протестантская. Сейчас тоже протестантская церковь. Сейчас будем еще проходить одно знаменитое место. Кофе-шоп, А, тот самый. тот сам. Да. А вообще вот это вот очень часто, когда мы думаем про Голландию, люди говорят в Нидерландах, Амстердам, это вот такая вседозволенность. Как бы чуть-чуть проведя здесь время, ты понимаешь, что на самом деле это все не так, но вот отношения, не знаю, как что-то удивляло, когда вот некоторые вопросы того, насколько толерантно люди там относятся к тому же кофешоп, допустим, формату. Да, это вначале, конечно, был такой шок, когда узнаешь, что
проходишь по Амстердаму, по всем этим улочкам. Запах, первый раз запах марихуаны. Мы не пропагандируем, просто рассказываем. Просто рассказываем. И такой думаешь, шок. Это же у нас вообще все нельзя. И там за углом был первый салон, в котором я работала. Там начиналась Там начинался карьера. плюс-минус, да. В Утрехте именно. А вот по работе у вас местные больше или вот как бы, не знаю, экспаты, приезжие? Экспаты. Все-таки есть такое представление, что в нашей части касаемо бьюти-индустрии и трендов все немного быстрее, чем, допустим, в Европе происходит. И Да. касаемо того, что люди предпочитают и носят. Мне тоже всегда было интересно, Да. как вообще эта сфера здесь. Не очень хорошо развита, но очень много наших мастеров, русскоговорящих, славянских. Они сейчас очень ценятся. Если хочешь за качественной услугой пойти, если пойдешь в какой-то крутой салон, не значит, что у тебя будет там... Уровень соответствует. Не всегда нет. Вот. Поэтому, да, большой спрос на хороших мастеров. Особенно маникюрный бизнес, тут очень хорошо идет, наши девочки хорошо работают. Самая качественная работа, мне кажется, потому что мы очень ответственно подходим к делу. Это очень важно. И мне кажется, у нас по одежке встречают, тут это немножко не так. Еще связано с климатом, тоже с передвижением на велосипедах, то есть Да. особо укладку не сделаешь. Поэтому идти раз в неделю в салон на укладку, как это было, допустим, в Сочи, очень многие приходили на укладку. Не принято так. Не принято, нет. Очень уютно, особенно не ожидаешь, когда такой маленькое пространство. Кажется, как тут можно было уместиться, а потом дальше. Спасибо дизайнерам. У вас спасибо. прямо Наша, да. фаш, вау. In-house beer. Очень вкусная, кстати. Так что приезжайте к нам. Будем. Вот оно как будущее выглядит, когда у тебя торговый центр, у тебя парковки, у тебя вокзал, все находится очень близко, все очень интересно и легко построено, поэтому надо двигаться в таком направлении, когда мы можем создавать архитектуру для людей, для нас, чтобы можно было перемещаться, чтобы она была довольно-таки узнаваемая. Несмотря на то, что все новое построено, все эти современные постройки, они как бы очень голландские, они очень грамотно встроены в то, что вокруг находится. Буквально 5 минут отсюда мы ходили по старому городу, и он и по элементам, по материалам очень напоминает то, что мы сейчас вокруг себя видим. Тут полно чаек. По звуку мне кажется, они более наглые, чем наши сухумские чайки, но по звуку приятно. Чувствуется, что рядом где-то море находится. Мы сейчас находимся в самой большой парковке велосипедов, потому что, как мы знаем, Нидерланды — это страна велосипедов. Здесь больше велосипедов, кстати, чем людей, кажется, насколько какая статистика так показывает, что больше велосипедов, да. И эти велосипеды куда-то нужно ставить. Поэтому вот такие вот очень инновационные парковки. Создана здесь какая-то система, через приложение, говорят, ты можешь быстро сориентироваться, где велосипед твой находится. Мы все-таки добрались до истины. И да, действительно, в Нидерландах больше велосипедов, чем людей. На 18,5 миллионов населения приходится 24,5 миллиона велосипедов. И велосипед здесь это не просто транспорт, средство передвижения. Это целый культ, который доведен до совершенства. И сегодня это очень удобная инфраструктура, когда ты из одной части страны можешь спокойно на велосипеде перемещаться в другую. Если будете в Голландии, обязательно покатайтесь на велосипеде. Hello. Снимать нельзя. И здесь еще, несмотря на то, что страна не очень большая, она только в 5 раз больше Абхазии. По европейским меркам это не среднего размера государства,
но у них очень большое население, 18,5 миллионов, и они очень, все города друг с другом конкурируют. Прям как Гудаута и Ачимчира у нас. Это отражается в футболе, в пиве, кто какое пиво пьет. У каждого региона, у каждого города свое собственное пиво. Посовещавшись с искусственным интеллектом, ChatGPT посоветовал, сказал, здесь лучший выбор голландских видов пива. И у них здесь все, что продается, это голландское пиво. Сейчас мы его... Он меня спросил, что я, в принципе, люблю. Я небольшой любитель пива. Я сказал, говорю, принеси мне 4 разных вида пива на свое усмотрение. Так что сейчас будем смотреть, что это вообще такое голландское пиво. Quadruple, probably have this one as last. It's a 10% Alcohol. Trappist beer. Number 33, which is the Oude Chris, also a beer we make ourselves. It's a nice lager. Making the small brewery from the south of the country. And then we have a Rosy Time, which is a dry Irish stout, but then made here in the west of Amsterdam. Wow, nice. No, sorry, north of the country, from Groningen. Lovely. Enjoy. Thank you. Мне сказали пить в эту сторону, потому что у этого 10 градусов алкоголя. Это очень вкусное на самом деле. Это они делают здесь внутри. Вот эти два я спокойно могу пить. Вообще на пиво не похоже. Вот это вряд ли мне понравится. Чуть-чуть похоже на Гиннес, тоже густое. Делается на севере Нидерландов, но тоже приводится ирландский солод. И вот это красивое. Кстати, смотрите, какие бокалы здесь. Здесь все пиво не подаются, как у нас, в таких массивных бокалах. Здесь у каждого вида пива свой бокал. Это ля трап называется, трапист. Вау. Кроме вот этого, остальные все я мог бы, в принципе, выпить. Хотя я не большой любитель пива. Но здесь прям чувствуется алкоголь. Просим всех, кому нет еще 18, отойти от камер. Понервничал. Только в целях информирования и вообще обучающего такого подхода хотим рассказать о том, что мы находимся в квартале Красных Фонарей. Только ради программы мы сюда пришли. Oh, no food. Oh, okay, sorry. Сегодня квартал Красных Фонарей – это своеобразный бренд. Символ абсолютной свободы Амстердама. С 2000-х годов в Нидерландах полностью легализована проституция, и все эти сотрудники или работники, стоящие в окнах, они индивидуальные предприниматели, платят налоги, у них есть даже собственные профсоюзы. И категорически запрещается снимать их. И нам сегодня просто повезло, нам сказали, что мы не можем дальше снимать, но очень часто полиция может выписать вам штраф за то, что вы здесь снимаете, а если вас поймают сами работники, они могут просто отобрать вашу камеру или телефон и выкинуть это в канал. Вот так предполагается, что выглядели все деревни в Голландии в средние века. И это такой своеобразный исторический музей под открытым небом называется Занзес Ханс. И здесь собраны мельницы. Это мельницы 17-18 веков. И многие из нас думают, когда мельница, первым делом это помолоть кукурузу, пшено у кого есть. А здесь на самом деле мельницы использовались для того, чтобы воду откачивать. Вот тут мы видим вот эти каналы, полдеры, которые называются. Так как эта вся территория была очень низменная, она была покрыта большим количеством воды, нужно было эту воду куда-то откачивать. И
время насосов не было, электричества в то время не было, и была сила ветра. И было придумано, что вот эти насосы ветряные, они будут постоянно откачивать воду. И это считается таким одним из основных элементов, которые дали возможность Нидерландам в то время добиться большого экономического прогресса, прорыва, потому что это было очень интересное инженерное строение. Кстати, раньше их покрывали, это сейчас пластиковая штука, а раньше покрывали воском, чтобы оно сохранялось надолго. Сейчас более дешевый вариант, как я понимаю, с разными начинками, вкусами. Цены, ну так, как в Сухуми на ярмарках. Ну, хороший сыр, он должен стоить хороших денег. Гауда из молока молодой коровы. Даже такое есть. Я помню, у нас в Лыхнах была тоже, Адзицлагара называлась, мельница водяная. Но она была без таких лопастей, но тоже, как бы мне нравилась идея того, что там сила воды. У нас вода попадала на жернова, и потом мы непосредственно кукурузу мололи. Ну и здесь это тоже... В древности люди поняли о том, что можно использовать силу ветра. И сегодня у нас отсюда, кстати, непонятно, не видно, но по дороге, когда мы ехали, было большое количество современных ветряных мельниц, которые сегодня используются для того, чтобы электроэнергию генерировать. Голландский ландшафт, он очень плоский. Для кого-нибудь с Кавказа это проблема, потому что мне вот всегда не хватает гор. Мне нужно, чтобы где-то была граница. Здесь же, куда ни посмотришь, везде все ровно. И за что-то зацепиться невозможно глазом. И вот эти мельницы, они такими интересными, такими форпостами стоят везде разбросаны и очень красиво украшают вообще довольно-таки унылый, в принципе, ландшафт. Это вот дельфийский фарфор, который привозили вначале из Китая, потом начали сами уже производить. Вот это деревянные кроссовочки. И раньше из дерева вот такие вот они вырубались, изготавливались. И можно было надеть, воду они не пропускали, наверное, натирали, но при этом свою функцию исполняли. Куда ни посмотри в Нидерландах, везде вода. С одной стороны, это главный ресурс, но с другой стороны, это тоже так своеобразный враг, потому что без плотин вся страна будет очень быстро залита водой, начиная от Амстердама, заканчивая Роттердамом, главными городами этого государства. Но в свое время, очень рано, голландцы поняли, что они могут перевозить грузы по этим плоским водам. К примеру, в Абхазии у нас сегодня большое количество рек, у нас на душу населения, наверное, нет другого места, где так много питьевой воды. Но при этом наши реки не предназначены для судоходства. А в Голландии же реки плоские, они находятся на равнине, и, следовательно, можно перевозить грузы. Это во многом определило то, что сегодня Роттердам является вторым портом в мире, это одна из самых главных транспортных артерий. И сам Роттердам — это город, который называют городом будущего, потому что это очень технологически развитая территория, и многие хотят, чтобы их компании сегодня работали непосредственно там и оттуда вели свою деятельность. Все, что мы видим вокруг нас, это все было создано человеком. Если есть идея и начать двигаться правильно к ней, то можно, в принципе, со страной бедными ресурсами добиться больших успехов. Да, сюда стоит точно приехать, очень красиво. Конечно, Ван Гог рисовал бы крутые вещи, когда такое вокруг видел. Сегодня существует огромное количество разных музеев. Есть музеи, посвященные искусству, музеи, посвященные археологии, музеи, которые, не знаю, смотрят на технологические какие-то процессы, знакомят нас с ними. Но есть и музеи, которые знакомят нас с нашим прошлым. И тем прошлым, которое иногда было очень трагичным. И сегодня в Амстердаме находится музей, один из самых известных музеев, который посвящен Второй мировой войне. Это дом-музей имени Анны Франк. Маленькой еврейской девочки, которая на протяжении 2,5 лет пряталась за шкафом со своей семьей.
И она записывала все свои переживания, все свои эмоции в дневник, который сегодня одна из самых продаваемых книг в мире. Она переведена на множество разных языков и доступна каждому из нас. Когда мы говорим о Голландии и вообще мировом искусстве, мы часто вспоминаем таких великих художников, как Рембрандт, Ван Гог. И на самом деле Голландия подарила мировому искусству огромное количество очень замечательных, интересных художников, импрессионистов очень много, классическое искусство. И сегодня, естественно, Амстердам — это большой современный город, у него большое количество разных музеев. Это самая большая работа Рембрандта. Шапки не хватает. Еще один феномен Амстердама и Нидерландов в целом — это так называемые дома на воде или хаусботы, которые можно увидеть практически на всех каналах Амстердама. Это полноценные квартиры, в которых живут семьи целыми поколениями. То есть, условно, если вам надоели ваши соседи, вы можете спокойно переместиться и обосноваться на каком-то другом канале. И так можно перемещаться не только по Амстердаму, а можно перемещаться по всей стране, потому что вся страна соединена огромным количеством каналов. Я операцию, я nach Inskegen я шапшу хазах я Амстердам хрогах я Шенбай рех труктулан тарах шенбай. Сарах снай Türkçe şari yok ama. Türkçe нас английский спел и тейгов. 1974. 1974. Atrukay ne Hrik Şahiroze şeyler var Yunanistan. Yunanistan ve Brezentula, Grecia. Brezentula. Ve Kıbrıs Hacera anva ortak maya bişra alan Sırgı arıçın tıkçı sahen yuşuksuz xozon Sırgı vak belki arık sırgarasa çıpşet stönük aşağı arık yaxalıp şuz ama خصيهم زانا تكلها يا حود ويدا بريازا تقتلوا ناخن تكيازا دنا إزمام الدوكومنت زمان؟ الدوكومنت زمان نيزي جديد أبري أبوس شاف شرا بزين بسشوا شاشوت شرقي بزيني شحوتي خوشك عم تنزاش تخيفتيت أخ يراجعر ويزيل يزليل سكوالا وس أبسور حزوم يرحزوم أشكون سويجرزر وما دورا هاي حقاروب هرا ترك شخص شايود ترك الإيطاليا شايود أنجاز ورتيوت ويوغو بيردروا أما شرا بسنا شادزمست شو من يجست بسنا سرا تا أب أواي تونين سنوات سرا أبرا أب سواردان أبرا شوية حيوتان أدنى أنا يخا دكان سيحامز خاطي وزاري دانسي زون خبلا يحسوا أما وبرا هذا سوي على تسزم نيتا درم نس أنا
예유바 adına atira saçın soğusunu xaras sizim Айба бароқоп, алка шоқоп, уйге Gebzi haybabon abri Корона аштар. корона ашık maşka şoşqa xaytadır. Уса псынге описы, усы зоолой, ванок зар усупа акамоло. Türk'tözün salagi sen şekilden çıp dipsit. Şuksik yıkıldı. Ara sen salagi va yere ordun yaman açkın sor ordun seçimi var. Atgarak soğan apsarak soğan haysın sıntı maç atgarak set maç na apsarak set suklara yağım artık var. Şerevi papa rand stezologu var. Var fen papayı reçobiya var. Ye habne sasov sarov. Siz bir samji pak doğup siz sapşavaya çekdin. Ну, уйги акура бзе змо хадасы да ну уйги бземи. Ya, üsere resünes nokuta. Амало ноко шур ноко ма. Bicycle. Bisiklet шур ноко ма. Suyu sürünü koytarası yaktı mı ya? Ordun ayaktı. Хапсуами хазыга ордуну бзе яму. Ara ava apxırni xeym dora arxaydı. Arxay. Suat var saat kısnokun savıdan. Псеуп. Simşi asıdı. Bu yüzden başka Ну, sokların nezirge ama daha что происходило, айгураге усы шадзам сахила. Если наше Черное море, оно голубое такое, яркое, синее, в плохую погоду становится черным, Амшиныкпа, то Северное море, оно такое стальное даже. Посмотрите, как отражается. Здесь песок, очень мягкий такой интересный песок, из него вот как раз-таки можно строить все эти замки и различные постройки. Это не очень глубокое море, если мы туда глубину посмотреть, можно увидеть ветряные мельницы. Помните, у нас были мельницы, которые откачивали воду, сейчас мельницы те, которые генерят электроэнергию. И сегодня Нидерланды одно из первых мест в мире. Когда-то Нидерланды и Великобритания, которая находится с той стороны, Британские острова, они были одной частью, потом разделилась, поднялась вода и образовалось вот это Северное море. Горы и море для абхаза святые вещи. Для нас они определяют, кто мы такие. В Голландии нету гор, но есть прекрасное это море, которое очень отличается от нашего родного Черного моря, но при этом это то, что во многом определяет голландцев, кто они, их менталитет. Я думал, что будет очень сложно начинать программу, но оказывается и заканчивать ее очень сложно. Мы приехали сюда, и мне кажется, это лучшее место, где мы можем это сделать. Теплота и этот тот абхазский формат, который очень сильно меня удивил, потому что некоторые наши герои никогда не были в Абхазии, но при этом их любовь, их понимание мудрости и философии абхазской жизни действительно стоит многого. И я очень надеюсь, что и в будущем у нас будет возможность больше установить контактов с этими людьми, которые разбросаны по всему миру, и пытаться понять, что же такое вообще быть абхазом в современном мире.